Почему твоя жизнь скучная и у тебя постоянно нету сил? Для того, чтобы выйти на новый уровень, будь то финансы, отношения, здоровье, собственная реализация и так далее, вам нужна энергия. Все, что вы сейчас имеете в своей жизни, это ваш уровень энергии. Все, чем вы лично владеете, все, что вы имеете, вы это все оплачиваете своей энергией. Знаете, что самое важное в жизни, самое главное, вот самое-самое, это время и энергия. Все, только это. Будь у вас эти ресурсы, а особенно в больших количествах, и знаний, и умения этим управлять, да вы можете получить все, что угодно. Вы можете стать кем угодно. Энергия – это главный и самый ценный ресурс нашего мира. Весь процесс нашей жизни происходит на энергии. Чтобы реализовать свои цели, исполнить желания, да и в принципе реализовать свой потенциал, нужна внутренняя энергия, нужен этот внутренний ресурс. Всем нам знаком термин «энергичный человек». И ни у кого не вызывает сомнений, что такой человек, конечно же, с правильными установками и правильным направлением, гораздо успешнее других, намного успешнее других. Когда у вас большой энергетический запас, вы всегда ясно видите свой путь. У вас есть силы делать любые действия, которые приведут вас к достижению ваших целей и получению жизни мечты. У каждого человека на уровне подсознания записана программа, которая звучит так. Чем больше у меня энергии, тем больше я могу иметь. Тем больше я расширяюсь и экспансирую. Так устроен человек. Мы всегда хотим получить энергию. Мы всегда ищем подпитки. Мы всегда ищем, где бы подзарядиться. Но самый большой источник бесконечной энергии находится внутри каждого человека. Это знают самые богатые люди, которые управляют нашим миром. И эти знания, конечно же, скрываются от основной массы. Человек рожден таким, что ему не нужно проводить 1000 манипуляций для того, чтобы зарядиться энергией, для того, чтобы получить энергию. Человек устроен так, что энергия течет через него всегда, 24/7. И он способен ее аккумулировать и накапливать для того, чтобы использовать ее потом для достижения своих целей. Зная, как управлять своей энергией, накапливать ее и правильно ее использовать, вы можете достигнуть всего, что вы хотите. Для того, чтобы управлять своей энергией, в первую очередь вам нужно знать основные законы энергии, которые работают в нашем мире. И первый закон звучит так. Куда направлено ваше внимание, туда течет ваша энергия. Куда течет ваша энергия, там идет развитие, там идет приумножение. Когда ваше внимание сосредоточено на внешнем мире, событиях, людях, вещах, ваша энергия уходит туда, и у вас ее становится меньше. Мы живем во время, когда мир очень быстро увеличивает свои частоты. То есть информационный поток настолько быстрый и огромен, что сознание человека просто не успевает обрабатывать то количество информации, которое ему поступает каждый день с разных источников. Вследствие внимание человека просто рассеивается вместе с его энергией. Этот поток бесконечной информации, тиктоки, инстаграмы, ютубы, новости, человек залипает в эту среду, на него сыпется куча информации, при этом он не может отлипнуть, так как это дофамин. Но в этот момент все внимание направлено на обработку ненужной ему информации, а зачастую информации, которая ему вредит, которая несет в себе негатив. И посидев тогда же часок, человек просто сливает тот ресурс, который у него был. И, конечно же, ничего не получает взамен. И что мы имеем? Энергии нет, ничего нам делать не хочется, жизнь неинтересная, скучная и становится все хуже. Человек живет в трехмерном пространстве, то есть весь опыт мы получаем физическим телом. Но наше сознание обитает в более тонком плане, в энергоинформационном пространстве.
Здесь хранится вся информация об этом мире. Если вы слышали, это коллективное бессознательное. В этом пространстве находятся все программы этого мира, как конструктивные, так и деструктивные. Поэтому на наше сознание всегда идет атака в виде информационного потока. Это эгрегориальное воздействие и сущности, например, лярвы, которые просто направлены на то, чтобы обесточить человека. И человеку необходимо обходить и преодолевать деструктивные программы и концентрироваться на конструктивных, особенно тех, которые нужны именно ему. Человек думает, что все его мысли – это он, это его. Но это не так. Это программы, которые проникают в его сознание, а проникают потому, что совпали по частоте, то есть срезонировали. Давайте приведем пример. Вот вы листали TikTok, и вашему вниманию представился ролик, показывающий, как, давайте возьмем актуальную тему, в вашей стране, возможно, творится какая-то несправедливость или война, вы увидели смерть. Что вы испытываете в этот момент? Возможно, злость, агрессию, возмущение, безысходность. Вы тут же делитесь этим роликом с близкими, потому что оно вас впечатлило. Все, эгрегориальная программа подключена и начинает напитываться вашей энергией. Следом по резонансу притягиваются сущности, которые подкидывают подобную информацию для того, чтобы выкачать с вас еще как можно больше энергии. Час в этом состоянии, и вы уже никакой. Бывает, что вы отмахнулись от этой темы, переключились, но в фоновом режиме подключка продолжает действовать. Вот когда вы научитесь совладать со всем этим, вы осознанно будете подключаться к конструктивным для вас эгрегориальным программам, которые будут наполнять вас информацией, резонирующей на более высоких частотах, что в свою очередь будет подключать к вам сущности или микропрограммы, которые будут наполнять вас энергией. Но это только, конечно же, в том случае, если ваши цели совпадают с целями выбранного вами эгрегора. Но это все, конечно, можно научиться делать. Есть еще много нюансов в этой теме, но мы сейчас не будем в это углубляться. Для этого будет, я думаю, отдельное видео. Напишите в комментариях, если вам это интересно. Хотелось бы заметить вообще, как прекрасно создана наша Вселенная. Все работает на то, чтобы мы с вами развивались. Все программы, как конструктивные и деструктивные, работают на то, чтобы создавать нам испытания и поощрения на пути к развитию и счастью от реализации своего потенциала, ради чего мы, конечно же, и пришли в этот мир. Поэтому, чтобы управлять своей энергией, нужно управлять своим сознанием. Это главное. Нужно, во-первых, быть осознанным человеком и понимать, какую информацию, программу ты сейчас напитываешь, что она несет именно тебе. Слив энергии или, может, она даст тебе импульс для новых изменений, позитивных изменений. И с этого выходит второй закон, который звучит так. Информация управляет энергией. Именно информация определяет, сколько у тебя энергии и куда она будет направлена. Вашу емкость, то, сколько вы можете иметь, определяет ваши программы и законы, то есть ваша информационная составляющая. Есть такая очень хорошая фраза «хочешь больше иметь, стань больше». Это имеется в виду не больше физически, а больше энергетически. Все наши имения мы обслуживаем своей энергией. Все, что мы имеем, это уровень нашей энергии и наша информационная составляющая, которая направляет и структурирует нашу энергию. Причины нехватки энергии – это всегда ваша информационная составляющая. Это ваши неадаптивные программы и законы, которые создают вам внутренний конфликт, и туда сливается большая часть вашей энергии. Самое, конечно, печальное то, что вы об этих программах можете даже не знать. Они сидят глубоко в подсознании и, возможно, даже еще с прошлого воплощения. Ну или глубокого детства, например. Это очень распространенный случай. Также причиной нехватки энергии выступает ваше подсознание, которое почему-то, по определенным причинам, считает опасным для вашей жизни большое количество энергии. Подсознание не хочет выделять вам энергию для того, что считает опасным для вашей жизни, даже если вы этого сильно хотите.
Вот есть очень распространенный пример, когда подсознание не хочет выделять энергию человеку, когда речь идет о зарабатывании денег, ибо оно считает деньги опасностью для жизни данного человека. Вообще количество энергии, которым располагает человек, управляет его внутренние программы и законы. Именно программы и законы человека определяют его емкость. Емкость – это вместительность, сколько человек готов иметь. И третья и последняя причина, из-за которой у человека нет энергии, это то, что у него нет четкой цели. Энергия приходит всегда под цель. Если у вас есть цель, мир всегда выделит вам на нее энергию. Он выделит вам ровно то количество энергии, которое нужно для ее достижения. Вспомните, когда вы лежали на диване, у вас не было энергии, вам ничего не хотелось. И тут вы что-то увидели в интернете, загорелись это получить. Что происходит? До вас начинает штырить от энергии. У вас резко появляются силы для того, чтобы начинать достигать данной цели. У вас просто море мотивации. А 10 минут назад вам было даже лень встать с кровати, и вас ничего не вдохновляло. Когда у человека есть четко сформированная цель, это уже канал, куда будет течь его энергия. Когда у вас есть четкая цель, вся энергия будет направлена на ее реализацию. Энергия никогда не стоит на месте, это закон. Она все время перетекает с одной формы в другую. Сейчас объясню. Если у вас есть энергия, вы бодры, полны сил, но у вас нет плана и у вас нет понимания, куда вы эту энергию направите, просто она у вас есть и все, вот вам хорошо, то вы ее обязательно сольете. Либо кто-то придет у вас ее и заберет. Это называется вампиризм. Есть такая фраза, что человек жив до того, пока у него есть истинная цель, потому что мир всегда дает ему энергию для реализации его цели. Когда у вас будет четко сформированная цель, вы будете тратить свою энергию на ее достижение автоматически и перестанете сливать свой ценный ресурс жизни на бесполезные вещи, людей, связи, занятия. Ваша жизнь абсолютно преобразится. Помните, что энергия – это главная валюта нашего мира. И когда вы научитесь ею пользоваться, вы получите такую власть, и в первую очередь, конечно же, над собой и окружающей реальностью, что повлечет за собой такие последствия, вы не узнаете свою жизнь. Вы будете получать все, что вы хотите. Вы сможете стать кем хотите. Пишите, какие темы вам интересны, и мы их обязательно разберем. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч!